Всем привет! Вчера вечером вышел новый пост, как я и предполагал, о боевых механоидах, и также о боссах-механоидах и больше информации о механике загрязнения. В этом ролике расскажу о боевых мехах и что о каждом я думаю. А ближе к вечеру постараюсь сделать ролик о боссах и загрязнении, поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить. И наконец, начинаем видос. Уже не первый раз нам говорят, что мехов можно воскрешать. Цитирую: «Их не остановит даже смерть. Вы можете воскресить своих уничтоженных механоидов в резервуарах для гестаторов». Но пока не хватает подробностей. Можно ли воскрешать всех мехов? Нужны ли на это какие-то ресурсы? А если нужны, то сколько? Также механоиды должны оставаться в пределах досягаемости своего надзирателя, чтобы получать команды. Хотя механоиды могут работать автономно на любом расстоянии, и можно приказать двигаться или атаковать только те цели, которые находятся в пределах досягаемости их механитора. Механоиды, оторвавшиеся от своего надзирателя, рискуют перейти на сторону враждебных механических ульев. Соответственно, можно сделать вывод, что более полезны те мехи, которым не надо подходить близко к врагам, а мехи, держащиеся около наших пешек, и механитора прикроют, и не выйдут из зоны контроля. Теперь к конкретным боевым мехам. Милитор. Эти небольшие механоиды вооружены маломощным дробовичком. Им не хватает силы, дальности и выносливости более старших боевых мехов. Тем не менее, они недороги в производстве и содержании, что делает их идеальными зерлингами. Я думаю, что эти мехи чисто для начала игры, не более. Особенно учитывая то, какие мехи пойдут у нас дальше. Поджигатель. Механоид ближнего боя, специализирующийся на зажигательных атаках. Его атака пламенным взрывом имеет небольшую досягаемость, но как только он приближается к врагам, он может поджечь и разрушить их взрывами обжигающего пламени. Эти механоиды с легкостью разжигают лесные пожары и особенно эффективны против больших групп нападающих или тех, кто укрывается в горючих оборонительных сооружениях. Этих мехов я вообще не понимаю. Уходим от своего механитора, поджигаем. В целом редко когда интересно, ибо все, что сгорело, могло пойти нам на пользу. Нафиг они нужны, учитывая, что в 1.4 появились пояса с пеной, которые носят и в том числе и враги. Легионер. Механоид боевой поддержки с пуленепробиваемым щитом и дальнобойным игольчатым ружьем. Легионеры отлично подходят для защиты дальних союзников. Его щит поглощает приближающиеся снаряды, позволяя пешкам и механоидам свободно стрелять. Однако легионеры слабы против атакующих в ближнем бою, и их щит можно быстро сломать с помощью ими. А эти боргики мне уже нравятся. Щит, вне всяких сомнений, штука полезная. Они боятся ими снарядов. Ну и что? Много ли мы их встречаем? Другое дело, насколько их щит плотный. Например, в перестрелке снайперов он будет невероятно силен, ибо ДПС-то там маленький, и щит будет много танчить. Но как против нас вылезет синтипеда с тяжелым бластером или миниганом, и этот щит лопнет за секунду? И какой в нем был смысл? Тессерон. Мех средней дальности с мощной размашистой лучевой атакой. Их гамма-лазер достаточно мощный, чтобы поджечь цели, и даже может проходить сквозь щиты. Это позволяет тессеронам поражать нескольких противников с безопасного расстояния и пробивать защищенных врагов. Однако тессероны не могут сфокусировать свой лазер на близком расстоянии, что делает их уязвимыми для быстро движущихся противников ближнего боя. Как я полагаю, этот тип мехов будет одним из самых ходовых. Уж очень вкусно описывают их пушку. О да, они не работают на близкой дистанции, но у нас есть чем их прикрыть. Типа автодробовика, тяжелого ПП или, например, жнецов. О да, мы можем строить и обычных мехов. Центурион. Сверхтяжелый мех со встроенным генератором щитовых пузырей и турелью с точечной защитой, способный стрелять даже во время движения механоида. Его массивный щит является одним из самых прочных среди механоидов, обеспечивая сильную защиту большого числа союзников, позволяя им стрелять наружу. Штука безусловно эффективная, но скорее всего при этом и безумно дорогая. Использовать их однозначно будут. Они будут сверхполезны против рейдов мехов с термитами, но позволить их себе можно будет лишь в глубоком лейте. Помимо новых механоидов, вы сможете управлять классическими типами – драгунами, жнецами, синтипедами и уланами. С правильными технологиями вы даже сможете создавать своих собственных супермеханоидов, таких как Дьявол и Королева Войны. Однако я в этом смысла не вижу. Поподробнее поговорим об этом в следующем ролике, уже с разбором боссов, чтобы не затягивать этот. И давайте этот видео закончим, как и прошлый, а именно топом по боевым мехам. Первое место – Тессерон. Второе – Легионер. Третье – Центурион. Четвертое – Синтипеда. Пятый – Жнец. Шестой
Милитор, 7 Драгун, 8 Улан и на последнем месте Поджигатель. Дорогие зрители, а что вы думаете о новых мехах? Кого вы планируете строить, а кого нет? Рад всех видеть в комментариях. На связи был TOS Force.